Всем привет, с вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваша новая любовница. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну что, погнали. Какой же вы человечек, да? Человек, который всегда всем придет на помощь. Вас о помощи даже не нужно просить. Вы вот как-то наделены такими способностями, что вы всегда видите, да, такое всевидящее око. Видите, кому нужно помочь, кому плохо, кому там, я не знаю, может быть, денежка нужна, еще что-то. То есть вы такой очень наблюдательный человек. Вы очень легкий на подъем. Вы позитивный, вы всегда были душа компании, весельчак. Но вот сейчас, либо же вот был у кого-то период уже, может быть, прошедший, да, у кого как проиграется, не забываем про общий расклад. Был какой-то период у вас, конечно же, одиночество. Кто-то сейчас может в нем пребывать. Почему? Потеря дома. Потеря дома. Причем, смотрите, у кого-то это может проиграться на самом деле. Потеря дома, это могут быть, начиная от каких-то там, грубо говоря, стихийных бедствий, там, я не знаю, военных действий. Опять же, у всех это по-разному. Мы знаем, что сейчас происходит, к сожалению, да. Это может быть потеря семьи, да, и, соответственно, потеря дома, потому что вы переехали в другой дом, но очень вам этого не хотелось, очень вы страдали, переживали, да, сложилось как сложилось. Причем вы еще, возможно, даже душой и сердцем в прошлом. Вы очень любите поностальгировать, вы частенько можете даже вспоминать о своих каких-то прежних годах, прежних людях, да. Ностальгия у кого-то может быть там по родителям, если они ушли, там по любимой женщине и так далее. Вы человек вообще вот, такой, знаете, который любит жизненный такой баланс, спокойствие, уравновешенность. Я не могу сказать, что вы конфликтный. Вы, наоборот, терпеть не можете все вот эти склоки, выяснение отношений. Вы всегда вот стараетесь как-то вот сглаживать острые углы. Вы стараетесь либо же в шутку переводить конфликтные ситуации. Как-то вот это все заминать на корню. Конечно же, если вас, скажем так, достать, да, потому что терпение имеет свойство заканчиваться у любого человека, тогда, конечно, пиши пропало, тогда держитесь все. Но, в общем-то, это нужно действительно очень сильно постараться. Вы человечек, который... несмотря на все какие-то проблемы, невзгоды, которые у вас были, да, в жизни, вы все равно имеете надежду. Вот, имеете надежду на светлое будущее. Вы не опускаете руки, какая бы сложная ситуация ни была. И даже те из вас, кто вот расходился, да, вы расходились, довольно тяжело и неприятно, у каждого по-своему проиграется. Как-то вот вы даже, знаете, вот, возможно, вы даже пытались построить какой-то вот мостик, да? Мостик, чтобы не терять совсем связь. Кто-то ради детей оставляет этот мостик связи, так скажем, да? Чтобы, не вдребезги уже разругаться. Хотя вам тяжело, вам непросто. Но вот многие из-за детей, вынуждены, скажем так, да, контактируют и пытаетесь, конечно же, делать вид, что все нормально, хотя душа болит, а сердце плачет. Напишите в комментариях, ребят, вот пытались вы вот как-то, более-менее по-хорошему разойтись, хотя было тяжело. Не могу сказать, что вы так друзьями прям остались. Нет. Вы человек, который... абсолютно не боится работы. Вы настолько такой трудяга, вы трудолюбивый. Особенно если есть для кого жить, для кого работать. Вы реально свернете горы. И причем вот вам многим есть чем гордиться. Вы многого добились. Да? Кто-то сам, допустим, карьеру, бизнес сделал.
Кто-то сделал, там, я не знаю, дом, может быть, построил. Ну, то есть у каждого будут свои достижения. Но то, что вам есть гордиться чем, однозначно. Вы человек очень бережливый. Я не говорю, что скупердяй, нет. Как раз вот вы очень так скрупулезно относитесь к деньгам, потому что они не очень просто вам доставались в свое время. Возможно, даже сейчас не очень просто они вам достаются. Поэтому сорить деньгами вы точно не будете. И не любите, когда кто-то сорит деньгами, потому что знаете, что, в общем-то, они нелегко даются. Вы человек, который очень такой, ну, сильный, вы сильный вообще и выносливый, да, во всех смыслах слова, потому вы, наверное, поэтому вы и не сдаетесь. Вот не сдаетесь, какая бы ни была у вас проблема в жизни, как бы вас судьба не испытывала и морально, и физически. Вот вы встаете из коленей, да, ну, с колен встаете, да, и идете дальше. В любой ситуации, пусть со слезами на глазах, да, но вы идете, вы не сдаетесь. И это огромный-огромный ваш такой плюс. Так, ну, знаете, вот, ребят, то, что как-то вот я не вижу у большинства из вас особо такой радости в личной жизни. Давайте будем смотреть, что же будет у вас в личной жизни, что за любовница у вас появится, да, потому что мне показывает, что как-то у многих из вас вообще вот, ну, так, ваш Бобик заскучал, да, иногда он начинает скулить у вас, я знаю, вы любите про Бобиков, поэтому порадую вас немножко, да, и, может быть, кому-то подымется, у кого-то подымется настроение. А может быть, и не только настроение. Ну, Бобик периодически у вас скучает, потому что вы его не докармливаете, понимаете? Я понимаю, что у многих из вас он, конечно же, ручной, вы его можете погладить, помыть, потискать, да, у кого какой рукой, у кого-то двумя руками, главное, его не придушите. Но ему бы хотелось, чтобы была у него новая хозяечка, такая хорошая, потому что ваш Бобик очень любит нежность, тепло и ласку. Особенно он любит, когда его будят поцелуями, да, когда хозяйка любит, ну, когда это было раньше, да, вот ему бы хотелось. Это я сейчас, знаете, исповедь Бобика называется. И смех, и грех, чистое слово. Боже, до чего я дожилась? Что я вам вот это говорю? Я же такая вся порядочная, белая, пушистая. То есть ваш Бобик немножко заскучал. Понятное дело, что это общий расклад, да, что кто-то скажет, да, у меня есть там. Ну, вот этих всех девочек по вызову каких-то временных связей я не беру во внимание. Кто меня смотрит, тот знает, что я сторонница серьезных отношений. А вот эти вот все сегодня Маша, завтра Даша, как-то меня не привлекают. И, как правило, даже, ну, вот в раскладах я на них не обращаю внимания. Вы не любите женщин, ну, таких, я обычно их называю тормоза, да, таких медлительных, апатичных, флегматичных, да. Кто-то мне написал, что не тормоз, а медленный газ, да. Я долго смеялась, конечно, но медленный газ, это тоже прикольно звучит. Поэтому вы вообще ждете такую женщину страстную, она должна быть и умелая, она должна уметь обращаться с Бобиком и не придушить его, и не надкусить ему там ушко, либо еще что-то, да, потому что с Бобиком нужно очень-очень бережно обращаться, потому что ему будет больно, да, если его там сильно тискать, зажимать, да, вот как-то, тем более, если его целовать в засос, то это будет капец. Ну, это все равно, что ванту. А тем более сейчас женщины, да, с вот этими вот накачанными губами, но это, знаете, все равно, что вас вантус целует, да. Вот, поэтому, конечно же, Бобик любит нежность, ласку, и вантус точно он не полюбит. Так вот, женщину, конечно, вы ждете такую, чтобы показала вам, ну, мастер-класс по всей Камасутре, да, вот такую активную, страстную, сексуальную. С бревном точно вы не будете спать, и поза спящая красавица, либо же там Ленин в мавзолее, но это точно не для вас, да. Я уже как-то рассказывала шутку по этому поводу, да, как ну, жена оставляет записку мужу, да, будешь чпокать, не буди. Поэтому такие женщины точно не для вас. Итак, какая же все-таки женщина появится в вашей жизни, какая любовница у вас будет, и вообще будет ли она, да? Ух ты, красотка у вас будет.
Вредная красотка. Вот что я вам могу сказать. Ну, как правило, я вам скажу, что многие красивые женщины, они немножко вредные. Я думаю, вы тоже это знаете, потому что, ну, красивые женщины, они, во-первых, знают себе цену, они тоже смотрят в зеркало, они тоже знают, что они красивые. И, конечно, иногда этим пользуются, да, ну, такая врединка маленькая. Эта женщина, она, знаете, она такой тандем: красота, вредность, нежность, да, но вам настолько будет с ней комфортно, настолько ваш бобик будет доволен. Вот она именно нежная во всех смыслах слова. Даже те, кто из вас противники романам, настолько вот как-то не увлекутся этой женщиной, она будет немножко моложе вас, она может быть, ну, такая на вид немножко неприступная, но все-таки вот, знаете, у нее такая сильная, потрясающе сильная энергетика, что, ну, реально мужчины просто готовы в штабеля падать ради такой женщины. Но вот она клюнет на вас. Вот она клюнет на вас, и вот как-то у вас будет это настолько такой бурный, страстный тандем, она будет свободная. Но пока она будет в роли любовницы. Это не замужняя женщина. Но настолько вы сильно не увлечетесь, что вы приложите все силы, чтобы она стала вашей такой, ну, постоянной женщиной, что ли, да? Причем я вам скажу, что вот когда у вас начнутся отношения с этой дамой, вы станете даже больше за собой следить. Вы станете и более чистоплотным. Вы станете вот как-то, как же это назвать? Ну, знаете, вот начнете землю рыть, только чтобы больше заработать, чтобы, во-первых, ее побаловать, а во-вторых, себе какую-то обновку купить, потому что у кого-то из вас это точно, ну, в расходах не предвидится, себе какие-то обновки в ближайшее время покупать, да. А вот именно когда появится эта женщина, вы захотите там чуть ли не новые костюмы, там новые туфли, еще что-то. Может быть, кто-то машину захочет поменять, чтобы, ну, так, немножко выпендриться, да, и чтобы эта женщина еще больше в вас влюблялась. Потому что у вас поначалу, да, вот будет это на страстях вот все, да, на симпатии, на страстях ваши отношения основаны. Но вот вы как-то будете влюбляться друг в друга все больше и больше. Вам будет хорошо и комфортно. Поэтому эта любовница может очень плавно перейти в вашу женщину, уже постоянную женщину, либо же жену. Знаете, вот я бы сказала, что ваш бобик будет так трудиться, что, наверное, очень мало времени на отдых у него будет. Вы его там немножко так поберегите, и главное, чтобы, ну так, на нем не было трудовых мозолей. Потому что бобик тоже любит иногда отдыхать и поспать, да, а то совсем его там загоните. Он же не привык, да, а то сейчас он расслабился, а потом марафонец будет, да, ну как-то поберегите его. Вот такие дела, ребятушки. Потрясающая женщина вас ждет, что я могу вам сказать. И причем еще, знаете, чуть не забыла вам сказать, что вы будете ужасный ревнивец. В принципе, вы сейчас многие ревнивцы, но вы настолько будете ее ревновать, настолько, ну как-то даже, я не знаю, может быть, даже кто-то следить будет. Кто-то может даже залезть в телефон, хоть понимаете, что это некрасиво, но настолько вам будет хорошо с этой женщиной, настолько вы будете беситься, не дай бог, там кто-то на нее посмотрит, да, какой-то мужчина, вас это будет, ну, просто бесить. Поэтому можете и так согрешить, да, где-то подслеживать, подсматривать. Но опять же, ребят, я вам скажу, что я не вижу, что эта женщина склонна к измене. Вот нет, абсолютно. Хоть мало сейчас кто верит, что есть порядочные, там, верные женщины. Ну, поверьте, есть. Есть такие женщины, когда с мужчиной хорошо, да, а тем более, когда обоим хорошо. Ну, здесь не нужно сомневаться, не нужно какие-то негативные мысли и ситуации притягивать. Потому что вы знаете, что мы притягиваем то, о чем мы думаем. И это работает, и это 100%. Есть даже, ну, такая мысль, это уже как бы научно доведенная мысль, что то, чего мы боимся, мы получаем.
И это тоже правда, это очень часто сбывается. Поэтому не бойтесь потерять женщину, вы ее не потеряете. Не думайте ни про какие предательства, не думайте про измены, а думайте, как сохранить своего Бобика, чтобы он у вас от счастья не сдох, ребят. Пошутили немножко, посмеялись. Все у вас будет потрясающе. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!